что, друзья, мы опять в Астрахани и не можем найти черную воду. Что значит черная вода? Видишь, какого цвета вода вот сейчас? Она Глиняная такая. Да, какая-то зеленая. Да, ну вот. А черная, ты прямо увидишь, она будет черная, прозрачная. Но видно, что да. Что такое? Миллиард. Меньше метра глубина. Кто ловит самую крупную рыбу, 50 тысяч рублей. Кто стреляет с лингом, 100 тысяч. Дальше, туда, дальше. Туда дальше. Что, серьезно? Вам не интересно это, да? Такие там ребята, короче, настоящие инвесторы. просто суммы не те, как бы порядок. Да? Ладно, давай этим предложим, может они захотят поучаствовать. Пацаны, кто самую крупную рыбу ловит, 50 тысяч рублей. Один эксперт, большой выигрыш. Короче, не хотят они вообще ничего делать. Я, смотри, есть все, что нужно с собой. Показывай. Крабовые палочки, водичка, золотые плавки. Нет, ну всякое может случиться на рыбалке, я не знаю. Вот учись, я тебя сейчас научу рыбу ловить. Давай. Тебе нужно просто сидеть и ждать, пока Ты просто сидишь кайфуешь, да? Да. О, потрогай вот это, подержи просто. Чувствуешь? Я, по-моему, дергаю, нет? Нет, ты что, не чувствуешь? Вон, смотри, как фигарит. Сюда, подойди. Понимаем, он не такой большой центр. Да, нормально, нормально. Толь, ну что, 1-0. Так, ну вот это первая рыба. 50 тысяч рублей переходит Александру Кондрашову. Не, бро. Толь, давай сфоткаемся с твоим трофеем. Как готовить будем? Мы на стену его повесим. Ладно, давай не будем мучить окушка. Пусть он своих родителей позовет. Понимаете, да, кто профессионал здесь? Потекай, давай, тащи. Лещ, подлещик. Подлещик. Или что это? Как это? Ё-моё. Слушай, ты прям молодец, Исмаиль. Анатолий, что делаем с очередным твоим трофеем? Мы продолжаем играть, мы удваиваем ставки, мы отпускаем эту рыбу, чтобы еще больше. Купануться охота, да, Игорян? Вообще, бассейн. Ребята, объясняю правила. Кто последний всплывает, получает 50 тысяч рублей. Короче, ребят, смотрите, на самом деле дышать это достаточно просто. Главное делать правильный вдох и правильный выдох. Да, нужно сделать их 3. Да. Короче, на 30-й секунде все заныриваем. Сейчас 8, 9, 10, 28, 29, 30, все нырнули. Подготовлены, ребята. Интересно, кто же заберет полтинник? Минута 30. Первый. Второй. Давайте делать ставку. Короче, я ставлю 20 на Леху. На какого? Покажи. Вот на этого, на Маркова. 20 тысяч. Принимаем. Да. Отлично. 2 минуты 26 секунд. Двое осталось. Держитесь. Минуты 40. Красава. 43. 44. 2 минуты 45. Не мешайте, не мешай только. Красава. 2 минуты 50 секунд. Я поздравляю, бро. Ты заработал полтос. Давайте второе соревнование. Смотрите, у нас есть вот там шарики под водой. Нужно проплыть без ласт
со слингом в руке. Это такое древнее оружие. Слингом могут охотиться только профи. Ребята не профи, но мы сейчас из них сделаем профессиональных подводных охотников. Вы можете пользоваться только одной рукой и ногами и застрелить, соответственно, шариков. Кто больше всех застрелит, тот может загадать любое желание всем тем, кто участвовал в этом конкурсе. Кто последний снизу будет, тот должен будет переплыть эту речку туда-обратно. Но переплыть, ребята, смотрите, чтобы вы понимали, это Волга, течение серьезное. Как будем сопровождать лодкой, чтобы не утонул, но нужно будет им переплыть туда и обратно. Лопнет. На самом деле все очень просто. 3, 2, погнали. Промазал. Следующий. Всего 3 попытки у вас. На самом деле, я похуй, Толик сломал. Толик, чего вы все ломаете? Дай сюда. Как можно было сломать? Ты куда плавал в этой маске? Ты взял ее на 15 секунд. Да я даже не надевал ее на голову, я просто прислонился к ней. Давай. Fatality. Показал ребятам, как в ластах плавать. 2 ласты. Как? Как можно это делать? Я вообще не понимаю. На, новая маска, новая. Смотри, заряжает. Близко, но не попал. Толя, у тебя последняя попытка. Следующий. Хорош, но мимо. 2 попытки. Еще одна. Мимо. Кто следующий? Бро, давай покажи всем. Не получится. Он копье забыл, подожди. Смотри. Долетел, но мимо. Опять нет. Хорош, почти. Смотрите, использует хитрость, отталкивается ногами от бортика. С первого раза. Походу у нас победитель намечается, красава. С нами Ярослав Мудрый, великолепный, его величество инвестмент. Ну как думаешь, есть шанс? О, хороший выстрел, но мимо. Кто у нас последнее место? Я считаю, что Радченко отдаем последнее место. Ты должен загадать желание. Из этих двоих из проигравших? Да. Ну давай, один вперед, второй нас обслуживает. Ребят, в итоге мы обсуждали, кто проиграл, кто выиграл. Выиграл Дмитрий, и он загадывает желание. Вроде как бы проиграл я, но Дима загадывает желание, поэтому я сегодня буду вечером готовить либо шашлык, либо ребушки, там что-то такое происходит. Официант наш сегодня. Да, официант. Повар-официант. А Лехе он сказал, типа, что он будет плыть. Смотрите, короче, прикол. Я сейчас шутку сделаю. А вот так вот Леха вроде, да? А вот так вот берешь, типа, хуй фейс получился. Как вода? Давай. Парни, будьте готовы кто-то спрыгнуть в воду, если что. Я переплыл! Теперь обратно. Красава! Парень сделал невозможно. Он взял и переплыл, что не удавалось никому на сегодняшний день. Просто такой больше никто не занимается. Выйду я на поле с конем.
рассказывай. Вода теплая. Какие сложности? Стекуха сильная, да? Есть. Защитил сектор. Так, ну что, Толь, мне кажется, все хотят пива. Едем на дикий остров половить рыбы, сварить ухи. Не знаю, что из этого получится, но постараемся хотя бы на еду поймать. В общем, мы пришли на место, где мы сейчас должны ловить рыбу. Часть людей ловит ее с лодки, часть ловим здесь. Мы будем ловить с берега. Рыба нам нужна для того, чтобы сварить супер уху, почистим мы все в полевых условиях. Саша главное, так что работаем на Сашу. Работаем на камеру и на Сашу. Самое главное правило в трейдинге и в любых инвестициях или в мани-менеджменте — это диверсификация. То есть децентрализация, диверсификация, что все, кто-нибудь, да что-нибудь поймает. Потому что есть-то хочется. Брат, ты умеешь насаживать? Да. Толь, расскажи вообще, как начиналось-то? Откуда United Traders появилась? Ну, смотри, я работал обычным трейдером в такой же похожей компании, профтрейдинговой в Питере. А Дима с Ромой работали в такой же компании канадской, они работали в Москве. И мы были обычными трейдерами, и в какой-то момент мы заработали деньги, ушли. Мы начали работать вначале с профессиональными трейдерами, потом постепенно пришли обычные люди, которые хотели тоже торговать. Потом мы начали делать софт, алготрейдинг. Ну и, короче, с 2009 года под этим брендом мы работаем. Толя, да. вот ты как профессиональный инвестор, какие основные ошибки вообще вот у людей, которые теряют больше всего денег? Что Самая большая, то, что люди приходят вообще на рынок бесцельно. Они не понимают, зачем они вообще туда приходят. У тебя должна быть конкретная цель. Когда ты каждый раз проверяешь там котировки, сколько что стоит и нервничаешь, это не инвестиция, это как раз спекуляция. Инвестиции, когда ты свои деньги распределяешь таким образом, что ты раз в месяц смотришь, как бы, грубо говоря, что у тебя там получилось, делаешь работу над ошибками, там, может быть, раз в квартал, портфельчик немножко там как-то скорректировал. Вот это инвестиция. А когда вот это каждый день ты это не инвестиции. Вобла хорошая. Ну что, кухе у нас уже одна рыбина готова. Ну паркуйтесь, давайте самобранку расстилать. Ну что, костер есть. Осталось уху сварить. Карася поймал, друзья мои! Карасика! Это все, что сегодня добыли, к сожалению. Ну, хотя бы что-то, да. Это у нас общее усилие. Я был, когда только начал ездить на машине, у нас было такое, гаишники тормозит, типа, 50 рублей. Мы за что? Для профилактики, У нас сейчас останавливает 50 рублей. Мы говорим, да профилактика была в прошлый раз. тогда езжайте. С вами было приятно пообщаться, друзья мои. Стой! Я сейчас тоже буду. Ну что, погнали карасей. Красота. Почти, да. Ну, это чисто карельский рецепт. Вот. Мы берем рыбу, воду,
По старинной карельской традиции уха должна состоять из 7 голов. Берем рыбу, чистим, кидаем в котелок. На 7 рыбин примерно где-то литр воды. Минут 15-20 варится, прокипает. Потом мы делаем что? Закидываем лучок мелко порезанный, перец горошком и соль. Еще 5 минут это все кипит и готово. Ни картошки, ни морковки, никакой всей этой фигни. Важно лук закинуть примерно за 5 минут до того, когда уха будет готова. Я просто ровно сторонник того, когда в ухе минимум ингредиентов и наваривается бульон. Леш, ты наслушался, там какого-то блогера, В смысле, я вырос на Кондрашове. Давай сразу обсудим, что картошку мы точно добавляем. Соль, я только что рассказал на камеру, что, короче, картошка А вот теперь, ребята, первый урок инвестиций. Никогда не слушайте людей, которые что-то рассказывают. А если мы мясо туда забросим? Чуть-чуть, пару кусочков для вкуса. Ну, слушай, да, давай ментос тогда в Кока-Колу сразу. Вот смотри, даже еще бульон не серый, он просто белый. Вот когда он начнет чуть-чуть менять оттенок, вот тогда нужно будет засыпать лук. Можно сейчас добавить картошку, если настаиваешь. Да. Я противник картошки, но давай попробуем. Старому корейскому обычаю, когда ситуация непонятна, надо выпить. Да, я прошу вас всех торжественно к столу, да, так что нужно продезинфицировать организм перед тем, как... Ну что, господа, давайте за вас, за рыбалку, за красивые места, за Астрахань, спасибо за природу. Опять же, прикол карельского ухи в том, что лук должен быть нарезан очень мелко, очень. А ты можешь рассказать простым языком? Очень удобно зарабатывать с нами. Я тебе Почему? объясню почему. Потому что ты просто заходишь на сайт, либо с приложения, у тебя есть нажимаешь кнопочку, регистрируешься, просто пополняешь счет, и у тебя есть любые самые топовые инвестиции со всего мира от $10. 10-20 С минимальной суммой, короче. Да, с минимальной суммой, а просто эти инвестиции доступны очень узкому кругу людей в Америке, там, с миллионами долларов. Мы сделали это доступным для всех. Для всех. Но вы за это, конечно, берете с них часть дохода. Стандартно, 2,20 в среднем получается. Лучше зарабатывать, да, и делиться доходом, чем вообще ничего не Конечно. делать. Расскажи просто для новичка, куда сейчас вложить деньги, там, купить, я не знаю, биткоины. Да не бывает. Я не топлю за крипту. Купить там доллары, евро, я не знаю. Там. Да не бывает новичков и не новичков. То есть хороший финансовый сервис с хорошими продуктами, с хорошими инструментами, с хорошими инвестициями, они должны быть доступны для всех. И не должно быть новичков, профессионалов. Какие-то вещи не срабатывают, какие-то срабатывают. Но если делать этот подход систематически, постоянно, немножко инвестировать, можно немножко, но главное в разные компании, в разные сектора, в разные классы активов. Допустим, биткоин, он не скоррелирован с американским рынком. Туда можно зайти чуть-чуть. Американские акции, IPO отдельная тема, OTC отдельная тема. Разные инвест-идеи, то есть это на новостях, когда происходят какие-то вещи, там авторские инвест-идеи у нас есть. Это тоже отдельные вещи. И во все нужно по чуть-чуть распихать. Я тебе лично сам буду скидывать все эти темы, объяснять почему, чтобы ты кратенько мог там в своем канале тоже это описать. А мы будем публиковать в канале. Кому интересно, переходите, смотрите. И через год посмотрим на результаты. И посмотрим, сколько мы заработали за год. Да, выделим, я думаю, $5,000 в месяц будем тратить чисто на акции, на облигации. То есть это такие не сильно рисковые активы, да, которые обычному инвестору подходят. Ребята, самое ценное, что мы можем приехать, в принципе, куда угодно, Карелия, Астрахань, неважно, половить рыбки, перезагрузиться, поесть шашлычка. Ну, чуть-чуть водянисто, я думаю, сейчас она выварит, сейчас дойдет. А кто луковицу туда кинул, Толян? Ты? О, да. Ты бы еще трактор туда кинул. Пластмассовый, да. Вот лучок доехал. Лучок очень важно засыпать минут примерно за 5 уже. Хорошо. Говорит, не мешай. Алеша говорит, мешай. Кого мне слушать? Сейчас астраханскую уху не мешает. Ну что, я считаю, у нас получилось. Уха-то получилось. Старались все, ловили, что могли. Давайте за рыбалку, ребят. Во!
Не, еще бы 7-10 дало. Очень хорошо, Алексей. Карельская уха. Если учесть, что мы с такой рыбой это сделали, то... Не, отлично, по-моему. Жерех, караси. Обратите внимание на белую скатерть на столе. Зачем такой компании твои шмотки? Вот объясните, что за секта вообще? Что это такое? Мы всегда занимались американскими рынками, а в какой-то момент начали то же самое делать с российским рынком. Но так как мы здесь находимся, у нас какие-то появились офлайн активности, у нас были мероприятия, мы там выиграли какую-то премию и ходили на большое мероприятие, которое организовала биржа, тогда еще РТС. Были представители брокеров всяких разных, то есть это люди в галстуках, в костюмах, ну то есть вот такие финансисты. А мы туда приперлись в толстовках с логотипом United Traders. И, ну, такая шпана. Спустя месяц, там, два, то человек из биржи, то из крупного брокера говорит, давайте там закиньте мне тоже толстовочку классную. И сейчас мы, собственно, сделали бренд одежды для того, чтобы начать это культивировать. Мы не ходим в галстук. А почему название секта? Название секты — это просто провокационное название, потому что что такое секта? Это люди, объединенные общей идеей, сходящие с ума, там, видящие то, что Только эту идею, больше ничего. Только идею, да. Это на самом деле большая ирония, но это комьюнити. Круто. А я видел у вас сумки прикольные еще есть на поясные. Вообще, все это можно купить на sectauniform.io. А, то есть вы еще и продаете шмотки? Иногда. Вот так это выглядит. Traders First Aid Kit. Так, добро пожаловать в секту. Слушай, ну мне нравится ваш подход, то, что есть наклеечки. Можно сразу обклеить все. И все правильно отдел. Причем вот эта штука, она еще дополнительно здесь. Как бипер, да? Что если тебя накроет лавиной, то ты всегда сможешь выпасть. Это сумка для твоих инвестиций. Я понял, здесь пока еще все чисто, ребят. Ребята, опять же, инвестиции — это вещь такая. Если вы не готовы терять деньги, которые инвестируете, то положите их перед зеркалом и в 2 раза удвоите абсолютно бесплатно и без рисков. Вот такого я еще не слышал. Это круто. Хорошо было. Саша, зачем тебе деньги? Я тоже такой. Слушай, но с деньгами немножко... Деньги — это энергия. А деньги зачем? Больше, это больше, определенный инструмент, много. который дает возможность посмотреть мир, допустим, там, общаться с интересными людьми, то есть путешествия, кому-то помогать. Хочется, чтобы ты, грубо говоря, с этой планеты, когда исчезнешь, да, чтобы после тебя что-то оставалось. И я надеюсь, наш видос как-то на вас повлияет, потому что я на самом деле как финансами стал заниматься. Я пошел обучаться, познакомился с парнем, он говорит, я финансовый аналитик. Я говорю, так, ну что-то звучит как-то не очень. Типа, что такое финансовый аналитик? Он говорит, ну давай сядем, посчитаем твои бизнесы, квартиры, там, офисы, вагоны и прочее, и посчитаем, сколько тебе это приносит в процентах. И мы сели и начали считать, и я понял, что везде надо участвовать. То есть везде это все не пассивный доход, везде ты как бы, ну, без тебя это не будет работать. И он говорит, слушай, ну вообще, по-хорошему, ты должен планировать в дальнейшем, что не дай бог, у тебя что-то со здоровьем случится или еще что-то, ты должен иметь пассивный доход. Деньги просто, чтобы тебе капали, ты никак в этом не участвовал. Я говорю, а как это возможно? Он говорит, ну вот, есть фонды, куда ты можешь отправлять деньги ежемесячно и как на пенсию копить, есть там акции, облигации, IPO, и вот я понял, что открылся новый мир. Но на самом деле больше всего обидно, что банки берут у людей деньги под копеечные проценты и инвестируют эти деньги в те же самые идеи, в которые инвестируем мы. Да. И то есть ты смотришь и понимаешь, что ну просто это, обман на уровне государства какой-то. То есть они берут там под 6, под 8% у вас бабки, инвестируют их и зарабатывают. Под 6 это еще хорошо. Мы на последней сделке за 3 месяца сделали 550%. 550. И дисклеймер от меня, я люблю в таких ситуациях вставлять. Будьте готовы, те, кто сделал 500%, к минус 90%. И делаем 2 вывода из этой поездки. Выезжайте, не сидите дома, выезжайте с друзьями, выезжайте с, я не знаю, с теми людьми, которые могут вас чему-то научить. Если вам работа не нравится, уходите с этой работы. Ищите то, что вам по кайфу. Это самое важное, потому что всю жизнь будете несчастными, зарабатывать там какие-то копейки. Одно дело, когда ты... То есть вы должны работать на той работе, на которой вы работали бы бесплатно. То есть вы должны делать то, что вам по кайфу. Это самое важное. Че, дядя Игорь, снова рыбалка? Ура, ура! Ура, ура, отправляемся.
Далеко идем, нет? Сейчас на ямку пойдем. На мелячке попробуем, покидаем. Держимся. Вот он, монстр! Есть? Монстр! Стой. Да не, там фигня какая-то висит. А, фигня какая-то. Ну какая вот фигня-то? Судак хороший. Стой. Красава, брат. Ну, неплохой такой судачок. На уху самое то и на жареху. Да. О, Саня, красава. Кто-то есть. Окунь. Мощный. Он заглотил, наверное, по самую жопу, да? Давай его сюда. Что, не клюет? Пока нет. Меня не клюет. Хороший карась, да? Карасина. Да. Неплохой карасик. Вон оно как. Саня, давай. Сазан. Наверное, да. Зацепили. Сазанчик. Ух, хорош. Ох, какой красавчик, да? Ага. Вот такие красавцы, да. Слушай, красивый какой, Очень да? красивый, да, красный такой. Что с ним делаем? В уху его что делать? Игорян, расскажи, куда ты деньги деваешь, Какие деньги, Саша? которые зарабатываешь? Блин, вкладываю в бизнес свой же. А чем ты занимаешься? Производством запчастей для грузовых автомобилей. Последние 2 года я все деньги вкладываю в стройку. А что ты строишь? Цеха построил. И что, дорого стоит цех построить? Сейчас выгоднее гораздо покупать. Готовый, да? Да. А я просто начал строить в 2013 году, потом что-то прекратил временно. И сейчас, когда пришло время достраивать. Охерел от цен, да? Если бы я знал, что столько денег я туда потрачу, я бы вообще нафиг не стал никогда строить. За сколько можно купить? За 20 миллионов можно купить офигенный цех. Но если строить, это будет дороже в несколько раз. То есть не на сколько-то процентов, а в несколько раз. Капец. Слушай, я там такого аппетитного червя насадил, я сам клюнул на него. О, окунь очередной у Сани. Красава. Ты рассказывал, что вы, инвестируя, у тебя там есть проекты, которые там по 170% стрельнули. Ты вышел обратно в кэш или в акциях сидишь? Вышел, конечно же. Здесь вся фишка в том, что ты не знаешь, в какой момент сейчас рынок обвалится. Но риски тоже есть, конечно же, есть. Угадать, какая компания стрельнет, достаточно сложно. А те, которые крутые компании, действительно, в них все хотят заходить. Есть статистика, даже если ты заходишь во все подряд, у тебя получается порядка 40% годовых. Просто ты должен заходить частями небольшими, везде одинаковые, допустим, по 10% в каждую сделку. Так, надо посмотреть, что там. Так красиво кони бегают вообще. Вот последняя самая удачная инвестиция была в Beyond Meat. Это компания, калифорнийский стартап. Они делают мясо из растительного белка. Причем я попробовал эту котлету, бургер. И ты ее, вот когда ее сам жаришь, она по запаху, понятно, что это не мясо, да? Но когда она пожаренная лежит в бургере, ты вообще невозможно отличить. Как ты думаешь, Саня, розовая рыбка принесет мне удачу? Не по-пацански как-то это. Не по-пацански? Да, зашкварно. Ты бы еще голубую рыбку нацепил. Есть. Есть? Вот он, Окунь. красавчик. Но сегодня я по окуням. Отрываюсь. Пацаны идут. Капсула смерти.
на максимальном ходу. Опять окунь. Карась. Окунь. Окуняра. Крупнейший. Че, парни, обловили мы вас? Хорош. Уха будет, да? Сазан. Смотри, меня оторвал. Хороший сазан. Хорош. Смотри, какого красавца. Да, опять. Командная работа, да. Нормальный такой мешочек, да? Можно большую просто уху сварить. Че, в басик, может быть, их закинем и попробуем с копья? А? Ну, это был бы топчик контент, да? Короче, ребят, мне вот, честно говоря, проще денег заработать и рыбу купить, чем наловить. Ну что, какие ожидания от рыбалки? Инвестировать легче, чем рыбачить? Инвестировать надежнее, чем рыбачить. Потому что в рыбалку инвестировано много денег. Возврат рублей на 800, наверное. Ну да. Ну что, пойдем готовить? Да, ну в прошлый раз мы, наверное, вот такое каждый поднял. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что посмотрели. Для тех, кому интересны инвестиции и кто хочет последить за нашим экспериментом совместно с United Traders, я оставлю ссылочку в описании. Это мой телеграм-канал. Переходите туда. Там есть также бесплатный курс для тех, кто хочет повысить свою финансовую грамотность. Спасибо, что посмотрели выпуск. На этом у меня все. Всем удачи и пока.